Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Юлия Латынина на связи прямо сейчас. Юлия, приветствую вас. Здрасте. Сегодня будем обсуждать действительно такой большущий ворох событий. Значит, Венс, Financial Times пишет, говорит, что ой, беда, беда, не бейте по Новороссийску. И прошлой же ночью массированный удар, которым с гордостью делится Зеленский. И кажется, что это уже вызывает даже какую-то комичную реакцию. Потому что Зеленскому все нипочем, да? Вместе с этим Путин на другом конце планеты, ну, или России, да, большая страна все-таки, говорит, что, в общем, будем отвечать за теневой флот так и где мы захотим. Кажется, ситуация вокруг портов, морей, она обостряется. Но принципиально ли сейчас эта составляющая противостояния именно на геополитическом уровне? Или все-таки экономикой окончательно пожертвовали? Я имею в виду рынком зерна, рынком нефти и, собственно, прочими рынками. Как видите вы эту степень эскалации? Нет, экономикой пожертвовали, нельзя, возможно, пожертвовать окончательно по той простой причине, что без денег деньги – кровь войны. И я со страхом, откровенно говоря, ждала этого нового раунда эскалации, потому что понятно, во-первых, что обе стороны способны вынести друг у друга суда, и теоретически, опять же, можно задерживать в гигантском количестве суда российского теневого флота, но ответ на это может быть абсолютно непредсказуем, и это будет ровно то, о чем вот говорил недавно президент Вучич, когда он сказал, что я считаю, что мы на пороге новой большой войны, а это еще только к ней прелюдия. И второе, что меня очень сильно насторожило, это удар по украинскому металлургическому комбинату, потому что, ну, как правило, оно все ходит парой, и я подумала, что и Липецкий, и Северсталь, они тоже находятся как минимум в зоне досягаемости. Значит, будем смотреть, что дальше будет происходить. Так что понятно, что в рамках вот этого обострения обе стороны будут причинять друг другу максимальный экономический ущерб. И в надежде, особенно теория Зеленского заключается в том, что в какой-то момент это перейдет в большую войну, в которую будут вовлечены все. Собственно, стратегия Зеленского вовлечь США и Америку в эту войну, она была с самого начала войны. Наоборот, стратегия Путина, заметим, была всегда «давайте вот это будет в стране». Но тут же возникает главный момент, да, вопрос, который, ну, как бы повис в духе Анкориджа. Ну, мол, это он звучал еще и раньше, да, по поводу Европы. Рябко, по-моему, говорил, да, к ноге хозяина, мол, повлияйте как-то. Сейчас он звучит чуть ли не из каждого утюга. Human Rights Watch, значит, сообщает, говорит, США, родненькие, сделайте что-то. Вы там через турков передаете атакамсы, кассетные боеприпасы, это, мол, нельзя этого делать. То есть мы видим, как все больше и больше людей обращается именно к Америке, чтобы те что-то сделали. Я так понимаю, казахская история, помните, с откровениями Такаева, что нужно все заканчивать. Потом небольшой был период, когда возобновили отгрузку нефти, потом он закончился. Сейчас Венс выглядит ну, в роли такого Такаева, мол, Киеву не нужно бить. Почему нету права на Зеленского? Но нет, Зеленский не хочет останавливать войну, чтобы не потерять президентское кресло, а Европа не хочет останавливать войну, потому что ее устраивают, когда Зеленский и Россия истребляют друг друга. Вернее, Украина и Россия истребляют друг друга. Вопросы должны быть в данной ситуации не к Америке. Америка сделала то, что могла в Анкоридже. Это оказалось, это не сработало ровно потому, что пришли европейцы и сказали Зеленскому, а мы тебя поддержим. Соответственно, я не знаю, какие претензии могут быть к Америке, которая не смогла, это очень унизительно для Америки. Это, собственно, одна из главных
главных примет рушащегося мирового порядка. Другая примета – это как раз то, что Америка ничего не смогла сделать с Ираном, чего собиралась. Но вот 3 вещи произошло с Америкой. Первое – она не смогла победить Иран, навязать ему свою политическую волю. Второе – она не смогла навязать свою политическую волю союзникам Европе и Украине, что, было совсем обидно. И обращаю ваше внимание, что она не смогла заставить этих же самых союзников, даже свои буферные государства, я имею в виду Европу, помогать в американо-иранской войне. И более того, вот недавно кто-то из американских крупных, я не помню, это был Джей Ди Венс или Рубио, по-моему, Джей Ди Венс сказал, что мы запомним, что ни один из европейских наших союзников не помог нам в войне с Ираном. Соответственно, вот это вот стратегические просчеты Америки, но понятно, что если заканчивать эту войну, то давить надо именно на европейцев. Но опять-таки, европейцев это на кого? На кого конкретно? Понимаете? Тут очень размыто все. Зона ответственности. Как вот Борис Джонсон сегодня разошлось, его интервью, видите, как все видоизменяется? Говорит, слушайте, да я ничего не останавливал, да нет, просто там украинский народ, британский народ так решил поддержать украинский народ, а вообще те, кто говорит, что я приехал и сказал, давайте просто воевать, ну, в кавычках или в скобочках, арахамия, это сейчас кремлевский нарратив. В общем, нормально, поддержали украинцев и будем поддерживать и дальше. Получается, Британия главная опора Зеленского. А Борис Джонсон тогда зачем делать такие откровения? Смотрите, я не видела интервью Бориса Джонсона, поэтому по этому поводу ничего не могу сказать, но вы сказали замечательную фразу. А европейцы – это кто? А европейская бюрократия устроена так же, как замок Кафки. Ну, точно так же, как когда ты приходишь, я не знаю, в Европу. И когда ты пытаешься выяснить, а кто, собственно, отвечает за то или иное решение, то тебе говорят, как в 70-е годы в обкоме партии. Есть мнение, да, это мнение народа, это мнение, вот, собственно, гражданского украинского общества, а мы ему тут только помогаем. И в этом-то, собственно, и заключается особенность нынешнего управления или неуправления Европой, которая заключается в том, что даже тому же самому Трампу, не говоря уже о Путине, вот ты вроде как кому-то обращаешься, а предмет обращения скрывается за слоями луковицы, и оказывается, что другие страны не совсем согласны, а всегда какая-то баба-яга против. И самое главное, эти же все чиновники, они всегда говорят, но мы же сами ничего не решаем, мы выполняем волю народа, и особенно мы выполняем волю украинского народа, который является жертвой, и мы здесь только чтобы помогать. Вот такая структура принятия решений позволяет, избежать какой-либо ответственности за решение и всегда сослаться, с одной стороны, на то, что это хочет украинский народ, а с другой стороны, обратите внимание, что очень важно. Вот тем людям, от имени которых вы якобы действуете, не оказывать на самом деле никакой помощи, кроме как использовать, в случае Украины, в качестве инструмента против России. И говорить, а как же, вы же не можете, условно говоря, от нас там требовать, чтобы мы вам войска послали. Мы же просто вам помогаем. Вы же делаете то, что вы сами хотели, а мы просто вам помогаем. И в результате позволяет быть абсолютно безнаказанными и абсолютно безответственными. Юлия, у нас тут череда всяких дат, да? Неделю назад была, вот эта вот история с 40 днями принуждения России к миру. Сейчас мы на финишной прямой, там пару дней осталось, и будет год, как была встреча в Анкоридже. И если попробовать подвести какие-то итоги этого года, да, вот накладывая продленные 40 дней, где, собственно, Зеленский их продлил, да, сначала это сделал Буданов, потом он. И вот сейчас мы приходим к тому, что вообще понятию, да, дух Анкориджа или там Анкоридж, как это действительно геополитическое событие, встреча Путина и Трампа на Аляске.
Так а что решилось, если так вот обернуться назад и понять судьбу этой войны? Очень хороший вопрос. Спасибо. Давайте чуть-чуть 40 дней потом, потому что сначала поговорим о более широком геополитическом спектре. С моей точки зрения, Анкоридж был первым из действий президента Трампа для стратегического окружения Китая, для попытки отсечения от Китая его стратегических союзников с целью вырваться из ловушки Фукидида, избежав войны. Сначала был Анкоридж, а потом была Венесуэла, а потом был Иран. И вот если мы посмотрим на 3 эти операции, то мы увидим, что 2 из них были неудачные, а только одна из них была удачная — Венесуэла. Первый был Анкоридж, где Трамп попытался отсечь Россию от Китая, обещав Путину кучу разных вещей, которые, что называется, не квантифицировались в обмен на кусок Донецкой, оставшийся кусок Донецкой области. Это было унизительное поражение Трампа в том смысле, что, как я только что сказала, оказалось, что эта сделка, на которую, как я понимаю, Кремль был готов пойти, оказалась невыполненной из-за того, что Трампу не удалось убедить свои собственные буферные государства и вообще вот благодаря ровно той системе власти, при которой как бы все ни при чем, о которой мы только что говорили, системе принятия решений, мы тут только помогаем. Вторая была удачная история с Венесуэлой, и третья была чрезвычайно неудачная история с Ираном, всей глубины которые еще, я думаю, не все понимают. Потому что помимо того, что дело было не только в Иране, а дело было в том, чтобы навязать Ирану политическую волю и оторвать его тем самым от Китая. Политическая воля, как мы видим, Ирану не навязана, а Иран вместо этого навязывает свою политическую волю. Он хочет контроль над Ормузским проливом, и с большой вероятностью он этот контроль получит. Потому что, или мы отдельно немножко об Иране поговорим. Нет, давайте все-таки вот сейчас, простите, конечно, но ну, получит вряд ли. Какими методами? Ну вот сам Трамп уже запутался в этих 3 соснах, 3 сценариях войны. Он говорит, ну, в общем, давайте экономически, разбомбим все, давим как-то так вот тоже экономически, но мы это уже в принципе делаем. Короче, у него из 3 вариантов 2, ну и в общем, он сам не понимает, что делать дальше. Ну, по крайней мере, такое впечатление складывается. Так я об этом и говорю, что Трамп не имеет выигрышной стратегии, потому что его выигрышная стратегия заключалась в том, чтобы или заменить в Иране руководство на то, которое оторвется от Китая, будет более или менее в фарватере американской политики, или повергнуть Иран, так же как Ирак, в полный хаос. Эта цель максимум не была достигнута, политическая воля по Клаузевицу не была навязана, цель войны не была достигнута. Цель Ирана, как я уже сказала, она гораздо мельче. Не все ее понимают, считают, что это какие-то хаотические движения, а это на самом деле абсолютно ясная стратегическая цель — добиться контроля над Ормузским проливом. Она небольшая, но она, с моей точки зрения, вполне выполнимая, потому что Иран использует очень важную асимметрию. Эта асимметрия, во-первых, заключается в том, что Иран пропускает только те суда, которые заплатили деньги, и вообще суда дружественных стран. А Трамп не может эти суда уничтожать, хотя у него блокада пролива, и он не пускает собственные иранские суда, потому что иначе европейские союзники, те самые, которые пальцем не шевельнули, чтобы помочь США, поднимут страшный крик. А вторая асимметрия заключается в том, что свободный мир не может долго вынести высоких цен на нефть, в то время как иранское руководство может, будучи авторитарным, абсорбировать довольно серьезные потери от нефтяного экспорта. А И что такое третья вещь свободный мир? Я сразу, извините, вклинюсь. Европа. А третья вещь, самая главная, которую мало кто заметил, и которая, на мой взгляд, самая важная, заключается в том, как Иран использовал вот эти вот июньские переговоры. Не все обратили внимание, что во время июньских переговоров, неожиданно согласившись на перемирие, Иран создал гигантские запасы с помощью своего теневого флота нефти, но на плавучих баржах,
который он сейчас потихонечку продает, опять же, с помощью своего теневого флота. Это, естественно, не полностью компенсирует ему выпадающие доходы, но это позволяет его экономике оставаться на плаву до того момента, пока вот все эти запасы иссякнут. Тогда Иран, скорее всего, скажет, а мы снова хотим перемирия. Тогда это перемирие будет даровано, потому что, ну, в силу той самой асимметрии военной стратегии, которая демонстрирует авторитарные и демократические государства, Трамп не сможет отказаться от перемирия со словами «я вот наконец тут перемирие обеспечил», после чего Иран накопит эти запасы, и вся бодяга начнется сначала. И так Иран может продолжать несколько лет, пока, наконец, не вырвет желаемого. И последнее, что тут надо заметить, что вот Иран с помощью этого теневого флота, он в течение долгих лет более-менее преодолевал нефтяное эмбарго, санкции, которые на него были. И в этом смысле, когда Россия в 2022 году отказалась под санкциями, она просто удачно масштабировала этот опыт Ирана. И в этом смысле, конечно, это был большой гибрис со стороны европейцев и особенно США, когда они в 2022 году всерьез говорили, что сейчас мы Россию из-за санкций оставим без экспорта нефти, и она упадет на колени и сама там отползет на границе 1991 года. Потому что на примере Ирана они должны были уже видеть, что нефтяные санкции не действуют, что в момент, когда с помощью экономических санкций можно было поставить незападную страну на колени, кончился, и что история 1940 года, когда против, например, Японии президентом Рузвельтом были введены нефтяное эмбарго, и Япония, загнанная в угол, напала на США, просто не технически больше уже неповторимо. Ну вот опять-таки, понимаете, тут тоже проблема дефиниции возникает. Вот такой теневой флот, не теневой флот. Да? Теневой флот, который не страхует, собственно, Британия, который не страхует, как вы выразились, Европа, да, страны свободного мира. Очень интересно выглядит после слов Путина во время посещения флота пост Медведева. Абсолютное большинство западноевропейских судов также ходят под удобными флагами. А это значит что? Значит, что, руководствуясь симметричным подходом, Россия вправе атаковать любое торговое судно вражеских стран, находящихся в наших, так и нейтральных водах при наличии достаточных подозрений, что оно перевозит груз в интересах противника. То есть любой груз. И таких очень много. Наши вооруженные силы способны резко нарастить и расширить эту работу. Складывается впечатление, что вот эта вот локальная войнушка с судоходством в районе Ормуза, полуприсоединившиеся хуситы с Саудовской Аравии послужили России примером. Что, пока ответов на момент нашего разговора со стороны ни европейцев, ни американцев на вот эти слова Путина, а потом Медведева нет. А все реально идет по этому сценарию, что как бы мировое судоходство вообще в любых водах станет невозможным. И тогда вот замечание по поводу того, а что такое свободный мир и не свободный, а что такое теневой флот и не теневой, приобретет еще большую актуальность. Что думаете? Так, во-первых, я бы все-таки начинала не со слов Медведева, потому что, во-первых, Медведеву отведена роль такого enfant terrible. Типа вот он троллит, а если что, всегда можно сказать, но это же вообще ничего, это частное высказывание. Соответственно, как я понимаю, началом всего были непосредственные угрозы того, что можно будет хватать и продавать суда российского теневого флота. Я не знаю, насколько это теоретически исполнимо, то есть насколько это теоретически исполнимо в большом количестве, потому что мы видим, что периодически кого-то хватают. Но в любом случае, когда хватают судно российского теневого флота, то это очень скользкая дорожка, потому что это судно, зарегистрированное на третью страну, и это судно, которое не нарушает никаких санкций, потому что, еще раз напоминаю, что теневой флот, он просто не заходит в соответствующие европейские порты, и поскольку
санкции наложены, типа мы не будем принимать судно, везущее российскую нефть в европейских портах, то он ничего не нарушает. Он физически, юридически он вообще ничего не нарушает. Значит, если нам говорят, что будут бить не по паспорту, а по морде, то, во-первых, это очень похоже на пиратство, а во-вторых, естественно, возникает вопрос, что когда страну загоняют в угол, то что она сделает в ответ? Вот я и говорю, что вот это очень похоже на возможность следующего витка эскалации, и это ровно то, о чем говорит президент Вучич, что дальше начинаются непредсказуемые вещи. И это ровно, конечно, то, что хочет президент Зеленский. Повторяю, его стратегия с 2022 года – вовлечь в конфликт все страны, как Сербия в Первую мировую войну. И тогда, как Сербия в Первую мировую войну, президенту Зеленскому будет точно хорошо, и никто уже не будет спрашивать, почему он столько лет находится у власти, и вообще, что там с Мендичгейтом, и что там с ТЦК. Ну, будет не до этого. Ну, конечно, объятия Вучича и Зеленского, а также скандал, вот казалось бы, да, скандал с немецким журналистом, который задавал вопрос Зеленскому о том, что европейцы как еще могут помочь убивать больше русских, ну, это прям такой достаточно серьезный, ну, такой информационный взрыв произвел последние дни. Даже Авторшоки сегодня настигают. Сегодня там Политико пишет, ну, они немножко о другом. Они пишут о том, что в порыве вот этого всего, ну, то ли после объятий Зеленского и Вучича, Зеленский как бы отказался признавать Косово, в Косово, ну, да, собственно, Политико называет это оплошностью, вот так, оплошностью. Мы можем немножко громче это назвать. Ну, прокол достаточно серьезный у Зеленского, но чего он добился в Сербии, кроме большого и теплого, скажем так, прильнувшего Вучича? Давайте, это две разные вещи. Вопрос немецкого журналиста и Вучич. Да. О чем будем говорить сначала? Давайте о Вучиче, а потом более как бы глобально перейдем к европейцам, которые русских убивают или помогают убивать украинцам русских. Смотрите, Сербия, с моей точки зрения, вернее, судьба бывшей Югославии, это очень поучительная операция НАТО. И это как бы признак того, что плохо с НАТО. И это та судьба, которую в свое время, это, грубо говоря, Югославия была такая репетиция того, что дальше будет с Россией. И я напомню, в чем самая главная была проблема Югославии. Когда в 90... Постараюсь очень коротко, но это очень важно. Когда в 91 году европейская, отметим, то есть не сама югославская, а европейская комиссия, бюрократическая комиссия, которая была признана решить судьбу Югославии. Это страшный прецедент, когда судьбу страны решает некая европейская бюрократическая комиссия. Распустила Югославию, она сказала, что границы, существующие административные границы бывших республик Югославии священны, и поэтому те люди, в основном сербы, которые оказались внутри чужих границ, ну, например, Боснии или, например, соответственно, той же самой Хорватии, у них нет никаких юридических и национальных прав. Как сказал по этому поводу один из американских послов, мне жалко сербов, но у них в данном случае нет никаких юридических прав. То есть фактически санкционировав этническую чистку, в том числе сербов в некоторых из этих республик. А в тех республиках, как, например, Босния, сербы вместе с католиками были большинством, а мусульмане-босняки были меньшинством. И тогда, между прочим, все три крупных группы, составлявших Боснию, договорились и подписали соглашение о том, что Босния превратится в нечто вроде Швейцарии, где какой кантон у каждого хозяина. Это соглашение не понравилось американцам. На следующий день после подписания этого соглашения к лидеру боснийских мусульман прилетел американский посол. Тот отозвал свою подпись. После этого Босния провалилась в гражданскую войну.
во время которой на стороне боснийских мусульман непосредственно сражались люди Бен Ладена, а американцы помогали боснийцам, боснийским мусульманам, и все время это изображали как борьбу сил добра против борьбы сил зла, как это часто бывает с современными войнами. Но, тем не менее, все это было в рамках вот истории о том, что границы 1991 года, административные границы бывших югославских республик священны. После того, как закончилась война в Боснии, вдруг возник вопрос Косово, который заключался в том, что в Косово были террористы, армия освобождения Косово, которые сами же американцы называли террористами, которые действовали точно так же, как Хамас, то есть они убивали сербских людей и ожидались ответа сербов, который, естественно, не замедлил последовать, и которые, внимание, торговали человеческими органами и наркотиками. И это американцы прекрасно знали. Напоминаю, что Косово было внутри Сербии, то есть административные границы Сербии включали Косово, и в соответствии с той логикой, которая была применена в случае этнических чисток сербов в других странах, значит, у бедных косоваров, ну вот, конечно, их жалко, но прав у них типа юридических никаких нет. Но вдруг то, что говорили американцы до этого, переменилось на 180 градусов. Оказалось, что бедных косоваров тут убивают, что были распространены совершенно фантастические слухи, типа 3000 убитых косоваров, которые потом никак не нашли подтверждения, хотя там все комиссии налетели, чтобы их искать. Тогда тоже было заявлено никем иным, кстати, как Джоном Байденом, как Байденом, что тогдашний глава Хашим Тачи, если я не ошибаюсь, тогдашний глава соответствующей вот этой вот организации «Будущий президент Косово», это косовский Вашингтон. То есть это была опять борьба добра против зла. Соответственно, добро было на стороне террористов из армии освобождения Косово, которые торговали человеческими органами и наркотиками, а зло были сербы, которые пытались устроить геноцид. И вот как это мгновенно было перевернуто на 180 градусов, что только что принцип был один, что священные и нерушимые административные границы, а после этого принцип стал ровно противоположно другой, и НАТО начало бомбежки Югославии. Это был очень хороший пример того, что теперь нам все позволено. И я, конечно, думаю, что, во-первых, это был очень такой побудительный мотив для многих восточноевропейских стран немедленно присоединиться к НАТО, потому что они смотрели на то, что происходит. А во-вторых, это был вот такой вот новый способ. Вот теперь мы будем говорить, что такое хорошо и что такое плохо, и вот теперь мы будем такое решать в мире. Соответственно, Сербия, которая в этой ситуации выступила в качестве мальчика для битья, в качестве модели того, что можно сделать с Россией, она оказалась в страшном положении. И, кстати, обратите внимание, как интересно добили Сербию. Сербию ведь добили с помощью гибридных выборов. Потому что после кампании бомбардировок, после того, как Милошевич сдался, он проводил выборы, тогда еще не было принято сильно выборы подделывать, и было истрачено довольно большое количество денег на всякие различные сербские НКО, которые объявляли, что Милошевич нехороший человек, а вот мы представители будущего и представители проевропейской Сербии. И тогда просто организаторы этих НКО хвастались, что то, что раньше было очень сложно сделать с помощью нескольких авианосцев, оказалось легко сделать с помощью нескольких миллионов долларов, вложенных в людей, которые, конечно, совершенно искренне хотели победить Милошевича. То есть вот это вот была такая абсолютно блестящая операция, в результате которой современная Сербия осталась с очень страшными ранами и одновременно была объявлена агрессором, врагом рода человеческого и вообще неправильными орками и неправильной нацией, которая все время совершает геноциды. Хотя, надо сказать, разницы между сербами и их противниками не было как минимум никакой, не говоря уже о том, что
2 раза, по крайней мере, 2 раза Соединенные Штаты сражались непосредственно на стороне исламских террористов, и с моей точки зрения нынешняя исламизация Европы – это прямое следствие вот тогдашнего принятого стратегического решения. Потому что тогда-то исламисты поняли, что Европу можно брать тепленькими руками. Так вот, нынешняя Сербия – это очень тяжело раненая страна, которая пережила это национальное унижение и позор, и которая в новом мире, находясь посреди Европы, посреди единой Европы 450 миллионов человек, является зависимой от этой Европы чуть больше, чем на 100%. Соответственно, бедная Сербия и бедный Вучич должны и нашим, и вашим и кивать, и поддакивать. И это единственное, что остается небольшой, сравнительно небольшой стране, которая потеряла такое количество территорий, которая потеряла такое количество населения. И, кстати говоря, это было не случайно, потому что, например, расчленение Югославии показывает, что чем с меньшими странами вы имеете дело на территории Европы, тем легче вам их менеджировать из Брюсселя. Потому что крупную страну, особенно которая теоретически может составить конкуренцию старой Европе, менеджировать сложно, а вот все эти вот мелкие страны менеджировать легко. Поэтому, с моей точки зрения, Вучич просто выживает. Он пытается сохранить как прежнюю пророссийскую, достаточно российскую ориентацию, так и заискивать перед Европой. Я в этом не вижу, я вижу чрезвычайно правильную политику, а что ему еще, бедолаге, делать? Так а кто кого использовал больше? Как говорил Джордж Мартин, говорил Дейенерису Джорджа Мартин, если ты хочешь быть королевой зайцев, носи заячьи уши. В данном случае не королевой, но Вучичу ничего не остается, кроме как носить заячьих ушей. Это совершенно правильно. Кто кого больше использовал? Зеленский Вучича, Вучич Зеленского? Зеленский всегда пытается использовать подмостки, любые, которые ему даются. Вот там вспомним бедную Армению, когда Зеленский приехал на этот европейский саммит. Соответственно, Пашиняну ничего Европа не дала, ничего ЕС не дала, но Зеленский тогда хорошо пропиарился, сказав, если я не ошибаюсь, прямо у Пашиняна, что он разрешает, так и быть, проводить парад 9 мая на Красной площади. Я думаю, что в результате этого у Армении сейчас есть некоторые дополнительные сложности, которые там не были бы, если бы не было вот этого пиара. Но в любом случае Зеленскому один сплошной плюс, потому что он напомнил, что Сербия не может быть, находясь в окружении ЕС, союзницей России, просто потому что ее догрызут и сожрут. Не говоря уже о том, что она хочет в Евросоюз, и тоже понятно почему. Тоже, понимаете, такой момент. Догрызут, сожрут. До сих пор же не сожрали, не догрызли. Нет, сожрали и догрызли. Мы имеем дело с Сербией, униженной, претерпевшей страшное унижение. Как я уже сказала, ничего страшнее не может происходить со страной, когда сначала сербов изгоняли из соседних республик со словами, что вы тут не имеете никаких прав, потому что вы оказались на территории другого национального государства, а потом развернулось это дело на 180 градусов, и вам сказали, что вы не имеете права находиться, что Косово должно быть автономным, и Косово должно быть независимым, а административные границы 1991 года нет, не считается, вы тут устроили геноцид. Мне кажется, это очень тяжелая, страшная национальная рана. И еще раз повторяю, с моей точки зрения, президент Вучич проявляет максимальную выдержки и достоинство. Я, кстати, очень обратила внимание на его слова о том, что эту войну, то есть, что вот эта война будет обостряться, если ее не закончить. Они выглядят очень мудрыми и взвешенными словами. И я, кстати, была неприятно поражена реакцией ряда российских патриотических блогеров, которые, по-моему, у них, знаете, тоже вот как у украинского телемарафона такая несгибаемая линейка. То есть если человек не 100%
вы не смотрят ни на какие обстоятельства, а все, значит, нам нужно, чтобы нам поцеловали коленки. Но, ребята, международная политика так не делается. Президент Вучич, еще раз повторяю, с моей точки зрения, проявляет максимум государственной мудрости от президента Сербии, находящегося в его положении. Ну и он, конечно, отреагировал на этот вопрос немецкого журналиста, говорит, что не надо никого убивать, то есть надо вообще заканчивать это все. У него там он отреагировал мордой лица. У него, знаете, лицо стало квадратное, а глаза вылезли. Вот это он не смог сдержать. Это говорит все. Этот скандал о чем нам пытается сказать? Вот опять-таки, тут же очень важно, и поэтому так, ну, там, так долго, да, вот, и видите, там, опять, я просто не хочу вмешиваться, то есть по поводу там конфликта Сербии, но зачем эта предыстория, да, зачем? Ровно потому, что мы должны оценить время и место, и сказанное. Мы, европейцы, как мы можем вам, Зеленский, помочь убивать русских? Причем в наших с вами беседах, и не только в наших с вами, насколько вообще поразительна эта ситуация в том, что вот эти самые, как это, бюргеры, вот эти самые журналисты, вот эти самые комментаторы, вот эти самые европейцы русских-то считают. И тех, и других. Но тут поразительный момент. Не Зеленского получается. Прокомментируйте этот скандал. Смотрите, с одной стороны, это действительно просто фрейдовская оговорочка, и тем больше он даже сразу поправился русских солдат, а с другой стороны, понятно, что вопрос немецкого журналиста, даже если он работает в Франкфурте Allgemeine Zeitung, если я не ошибаюсь, это все-таки вопрос немецкого журналиста. Но в том-то и дело, что да, это стопроцентная правда. То есть это такая большая фрейдовская оговорка. Потому что спросил этот Микаэль Мартинс? Не помочь победить, не стать лучше, не заключить мир, не остановить войну, а что надо сделать, чтобы вы, президент Зеленский, смогли убить как можно больше русских. Ну, он поправился, даже сказал русских солдат, но было видно, что называется, сердце его здесь не лежит. И при этом, как вы совершенно справедливо говорите, в понимании европейских чиновников русские с обоих сторон. Это абсолютно та же самая логика, которая заставляла Гитлера использовать аскарисов, это маргинальных украинских националистов, ровно для того же самого. Вот прочитайте Литтла, там отношение немцев к аскарисам описано очень хорошо в «Благоволительницах». Их, конечно, использовали, но вовсе не для того, чтобы построить великую Украину, и презрение, которое испытывали немцы вот к этим недочеловекам, оно у Литтла описано очень хорошо, и как их всех бросили в Сталинграде. И я думаю, конечно, что позиция европейских чиновников связана с тем еще, что по мере заката Европы ситуация будет меняться, и многие жители Украины поймут, как именно их использовали. И, соответственно, вот надо помочь убить русских побольше с обеих сторон до этого момента. По поводу самих русских. Сейчас такая происходит очень странная история. Ну, там Фейгин и Макс Покровский с ногу свело, они там едут в Славянск, потом там записывают видео, вот как бомбят Киев. Вот похоже, что вот эти отношения там украинцев, ну как профессиональных украинцев, назовем их так, да, патриотов, и русских, вот после Юрмалы, вот сейчас во время этих всех моментов, становятся как бы немного другими. Я объясню, что я имею в виду. Тут недавно, абсолютно ни с того ни с сего, то есть, да, получавшая на орехи там, певица украинская Полякова, съездившая к Галкину и Пугачевой, то есть опять поднимает эту тему о том, что для меня нет хороших, плохих, там русские, не русские, там и так далее. Но тут очень важный нюанс. Я не знаю, Она, извините, я за певицами не слежу, поэтому все-таки что она не, она переступила дальше и вообще высказалась о том, что у нас страна концлагерь, люди как мыши, все вот это молчат, проходят мимо, когда другого бьют. То есть абсолютная, скажем так, не свобода, абсолютная. Причем там такой эпизод был, причем вот
профессиональные украинцы захейтили ее за то, что концлагерь, мол, смотрите, так говорят российские там, пропагандисты и так далее. А Мы себя основная масса аудитории, ведь она возмутилась реакции на эпизод, когда у своего интервьюера, там, блогера украинской, Полякова спрашивают: ты видела, как крутят и бьют? А она сделала такую физиономию, ну, в общем, которая разлетелась на мемы. Как бы, ну, там, в общем, что-то такое непонятное соорудила. А, И кажется, вот мы куда-то заходим, понимаете? Заходим в абсолютно другое понимание вот этой войны. Понимание, кто за этот режим, но опять не ясно, как вот эти мемные хорошие русские в это встраиваются. То есть русский это враг, его нужно убить, Европа должна помочь убить побольше. Это ведь одна война. А то, что происходит с украинцами на их земле, это война совершенно другая. Какие мысли у вас по этому поводу? Ну, смотрите, если вопрос о том, что я просто не знаю, что Поляков сказала, если сказала про концлагерь, я снимаю шляпу. То есть, да, я где-то это слышала. Это же в этом-то и одна из страшных трагедий Украины, что есть ТЦК, которая охотится за людьми, есть Мендичгейт. Ну, в России тоже нет выборов, ну, значит, соответственно, в Украине тоже нет выборов, но европейцы-то все это не замечают и делают вид, что вот когда-нибудь там взрывают Ермолаева в Монако, они сразу перестают интересоваться вопросом, то есть то, на что могут закрыть глаза европейские элиты, оно превосходит всякое вероятие. Они рассказывают про Россию, что это нехорошая, страшная диктатура, авторитарная страна и коррумпированная. И в значительной степени они правы, но когда они, значит, сообщают, что вот оказывается Украина-то светоч свободы, то это уже становится действительно довольно смешно. То есть они готовы закрыть глаза на любые вещи, которые происходят в Украине, если это помогает убить побольше русских с обеих сторон. Это во-первых. Во-вторых, я не вижу, чтобы положение вот российской, я бы назвала их российскими пораженцами, я бы не называла их российской оппозицией. Это старая добрая традиция со времен желать поражения своей стране. Я бы не вижу, что позиция российских пораженцев как-то изменилась. Она была задана украинской пропагандой, она была задана президентом Зеленским в тот момент, когда он сказал, что вот уезжайте в Россию, свергайте Путина, и в тот момент, когда на телеканал «Дождь», если вы помните, была знаменитая история, когда ему запретили даже косвенно выражать сочувствие российским солдатам, и надо было только говорить, что российские солдаты преступники, да и, пожалуй, все россияне генетические рабы. И вот тогда мы, конечно, вас не простим, но ну, просто как бы вы должны это говорить в силу вашего морального долга. А вот с моей точки зрения, российские пораженцы, все люди, которые это говорят и которые становятся на колени перед украинской пропагандой, это признают, они играют ту же самую роль, которую в критической расовой теории и в движении БЛМ играют те белые, которые объясняют, что да, белые всегда виноваты перед чернокожим населением, что белые всегда являются системными расистами, что существование белых, ну, в принципе, недопустимо и само по себе является уже оскорблением бедного, угнетенной чернокожей жертвы, которая всегда права и которой все позволено. Это очень важный момент, который позволяет такого рода движениям и такого рода сектам, это новые национал-деколонизационные секты, отличать себя от нацизма, потому что в нацистских движениях, которые говорили то же самое, людей целой расы и целой нации отменяли от имени высшей расы. А вот в новом варианте нацизма всегда должны присутствовать люди из самой отменяемой нации, расы и так далее, которые, или там, допустим, пола, скажем, мужики, да, в феминизме, которые будут говорить: да, мы плохие, да, мы нехорошие, и которые сами будут озвучивать те теки, которые, будучи озвучены от других, получили бы название нацистских. Это такая секта, это такая технология, которая абсолютно ломает мозги, и которую мы вот в беседе, которую я вам очень рекомендую с Павлом Щелиным, называли аморальным императивом и антиготентотской моралью.
Гаттентотская мораль – это когда вы считаете, что у меня украли корову – это плохо, я украл корову – это хорошо. Общечеловеческая мораль, которая была характерна для XIX века – это коров воровать вообще плохо. А антигаттентотская мораль – это у меня украли корову, но тот, кто украл, он является жертвой, поэтому ему можно, и поэтому я все равно ему должен. А если я украл корову, я являюсь агрессором и, в принципе, являюсь представителем неправильной национальности, поэтому мне, в принципе, нельзя. Это самоубийственная этика, которая не соответствует оптимальным стратегиям выживания той или иной группы, и она очень сейчас распространена на Западе вообще. То есть украинские активисты и российские пораженцы являются просто частными случаями такого рода антигаттентотской морали, такого рода этики. И понятно, что она самоубийственна, то есть, собственно, она и является главной причиной того, что в Европе, уже не в США, но в первую очередь в Европе, такие сложности с миграцией и с вот этим подходом, что если они нас не любят, значит, они жертвы, и мы им должны. Просто зачем, зачем это проговаривать? Ровно для того, чтобы вырулить куда-то. Мне кажется, это мое личное мнение, что вот эти, драки за хороших или не очень хороших русских, с хорошими или не очень хорошими украинцами, вот это вот змеиное кубло, да, которое пропагандистов, которое это все, скажем так, подогревает и разогревает, как раз таки и станет главной причиной. Опять-таки, все же по отдельности причиной, что ничего не заканчивается и будет продолжаться долгие годы. Не просто так мы с вами, да, говорим сейчас там о израненной, униженной Сербии, да? То есть, и как вы выразились, это тоже ключевой момент, менеджерить легче. И вот сейчас, исходя из вот этих данных, да, из вот этой травмы, исходя из территории, какими могут быть переговоры и о чем? Вот что интересует. Так нет никаких переговоров, вернее, те, кто есть, которые есть, они либо по каким-то частным вопросам, либо они, по-моему, это последний раз и Венс, и Рубио отмечали о принципиальной непримиримости позиции сторон. И, забудьте всех, кто вам говорит о переговорах, хотя меня, еще раз повторяю, пугает то, что речь идет не просто об отсутствии переговоров, а, возможно, о новой стадии войны городов, если она перерастет уже в войну судов, если она перерастет в войну морей, если она перерастет в войну металлургических заводов, то это будут даже уже не Wildberries, а это будет, как я уже сказала, протомировая война. 4-я или 3-я протомировая война. А что же касается активистов, то вы совершенно правы, потому что, собственно, активистократия, существующая на Западе, а не демократия, активистократия ее заменила, она вышла из-под контроля, она перестала быть непосредственно орудием правящей бюрократии, она вступила в ней страшный симбиоз и является той церковью, которая из университетов правит Западом. И мы видим 3 уровня активистократии. Активистократия на Западе, которая приводит к, скажем, экономическому отставанию Европы, миграции, полному забюрокрачиванию бизнеса и всему, что мы наблюдаем. Активистократия в Украине, которая привела к тому, что Украину стали использовать как орудие против России, и попытка активистократии в России, которая полностью провалилась, но которая, значит, приводит сейчас к тому, что вот эти вот люди, которые якобы говорят от имени российского гражданского общества, и которые наверняка, как надеялся Запад, пришли бы власти в 2022 году в случае поражения России и обратно бы превратили Россию в колонию Запада, и все сделали бы своими руками, и невозможно было бы предъявить никаких
вопросов по поводу нарушенных соглашений, скажем, Соединенным Штатам или Евросоюзу, поскольку не было бы никаких соглашений между условной побежденной Россией и Соединенными Штатами и Евросоюзом. А все бы российская активистократия сделала сама. Она бы разрушила Россию собственными руками, а добрые и хорошие люди на Западе бы сказали: слушайте, мы тут хотели деколонизовать и хотели как лучше, а что-то все режутся на этом пространстве, как превратилось все в Ближний Восток, но мы же не виноваты, это, наверное, вот они русские такие. Так вот, этого не получилось, и в отличие от украинской активистократии, российская активистократия в изгнании превратилась в вот этих смешных пораженцев и людей, которые там, в ПАСЕ подписали бумажку о поражении России, расчленении России и унижение России, ну, в переводе, потому что граница 91 года, суд над военными преступниками, репарации и деколонизация в переводе на язык реалий означают именно это. И мы видим, что даже европейские чиновники, для которых они подписали эту бумажку, больше уже на этих условиях не настаивают, а настаивают все-таки на заморозке по линии боевого соприкосновения. То есть совсем выглядят как шуты, ребята, пораженцы. Парвусята, как я их нежно называю. Так, а куда у нас делся... Так, у нас отвалился... Скандал же, Юля. Партию Яблоко исключили. Это те, которые внутри страны, да? А они имеют связь с теми, которые за пределами страны. И, ну, опять-таки, понимаете, тут тоже очень интересный момент. Я как украинец, да, с украинским паспортом, с украинским, как бы, прошлым, действительно, настоящим, надеюсь, будущим. То есть я, если честно, немножко подофигел, когда украинские пропрезидентские, пропагандистские в том числе, проофисные, даже не пропрезидентские, проофисные, офисно-президентские каналы говорят: смотрите, диктатура, ох, вот так вот разгоняют, запрещают, не дают. Открыто, публично выходят политики внутри России и говорят: война с Украиной – это ошибка. Мы за мир. Мы за то, что партию мира Путин запретил. В то время, когда в самой Украине, ну, там не яблоком единым. А что значит, Лев Маркович? Да, и как бы давайте не будем наказывать сову на глобус. В нынешней России не демократия, в нынешней России авторитарное правление. Смысл того, что происходит стратегически, метафизически, как раз заключается в том, что Россия показывает, силовой в основном блок, ребят, что в России политики нету, и не занимайтесь политикой, если вы хотите самореализовываться, помогать России и так далее. Занимайтесь бизнесом, идите в чиновники, не идите в политики, вы окажетесь маргиналами и шутами. Но... Подождите, вы сейчас говорите, что в Украине демократия? Нет, я не говорю, что в Украине демократия. Нет, просто сова, глобус. Зеленский позапрещал партии, позакрывал каналы еще до масштабного вторжения. Я полностью с вами согласна, что в этом-то и является, как бы вся пикантность положения, что европейцы до сих пор нам объясняют, что Украина защищает демократические ценности. Ведь про Россию же никакие европейцы не бегают и не говорят, что она защищает демократические ценности. Я вообще не являюсь большим поклонником демократии, как вы знаете, и я вижу, что демократия, которая превратилась в активистократию, и, собственно, Украину довела до этого положения, и Запад на наших глазах доканывает. Я еще раз повторю, это просто for the record, да, вот я не являюсь сторонником всеобщего избирательного права, я являюсь сторонником ограниченного избирательного права, как, допустим, в Риме или в Флоренции. Но сейчас не будем... кого бы вы ограничили, в России или в Украине? Я бы ограничила любых людей ниже избирательного и, возможно, образовательного ценза. Но еще проще нет. И, естественно, и в США, причем я не единственная. Вот все то, что пишут в своем манифесте Питер Тиль, все то, что говорят многие правые блогеры, я абсолютно согласна. И более того, как историк, например, который вот много занимался политикой Афин, могу сказать, что при всех несомненных достоинствах демократических Афин, способствовавших развитию литературы и прочее, именно демократия привела к Афины ужасному концу и к катастрофическому проигрышу в Пелопоннесской войне, потому что, имея возможность закончить войну и минимизировать ущерб несколько раз, афинянам предлагали,
Но тут же, это, кстати, к вопросу о Зеленском, выбегал какой-нибудь демагог в броне на ПНИКС, который кричал: нет, пока мы не восстановим границы 91 года, то есть пока, значит, мы не восстановим Делосский морской союз и не заставим всех уже отпавших от нас города платить дань, то мы, значит, не согласны. Но кончилось это срытием длинных стен и там полнейшим позором. Но сейчас мы не будем, а то нас скажут, что опять Латвия Не-не-не, смотрите, я почему делаю это уточнение, я сейчас объясню. Юлия, вот смотрите, тут же вся проблема какая, да? Нужно дать. Вот смотрите, активистам, корешам Зеленского, там, условно, там, общо назовем, чтобы не перечислять всех, партии войны, да, дали. Теперь у них надо забрать, чтобы что-то изменить. А чтобы забрать, нужна сила. Точно так же и с людьми и демократией. Когда ты говоришь о том, что избирательное право должно быть ограничено, то есть в Украине что? Кто это? Ухилянты, вот эти все нехорошие, у них надо забрать, уехавшие, понимаете? То есть там есть комплекс силы, которые дали, и так далее. То есть, когда ты ограничиваешь человека, ты применяешь эту силу, ему дано, как гражданство по праву рождения, да, и так далее. А ты берешь и забираешь. Вот меня интересует не столько вопрос, у кого бы вы забрали избирательное право и все остальное, а вопрос этой силы. Потому что вот эту вакханалию, воинствующую, да, военно-политическую вакханалию, которая происходит, может забрать только сильный, кто-то сильный. А кто? Силы такой, получается, нет, и она не формируется, понимаете? Поэтому мы с вами обсуждаем Яблоко, которое против войны, которое там в России. Поэтому мы обсуждаем этого Зеленского. Нужна какая-то сила, которая надает по щам партии войны и остановит войну. Добро без кулаков, понимаете, получится, что здесь не получится. Смотрите, давайте я постараюсь как можно коротко ответить по нескольким пунктам. Во-первых, я хочу вернуться к партии «Яблоко» и сказать, что там есть простое практическое объяснение, которое заключается в том, что, скорее всего, в Кремле, особенно силовики, думали, что ФБК из-за границы будет мочить яблоко, оно получит 1,5%, и таким образом будет продемонстрирована и ничтожность партии «Парвусят», и ничтожность самого яблока. Когда ФБК выступила в поддержку Яблока, оказалось, что эта схема не сработала, и было решено, эксперимент сворачивать. Второе, относительно моих теоретических воззрений. Мы сейчас их не будем обсуждать, потому что понятно, что речь идет о ритмах цивилизации, и крах современной демократии и исчезновение системы всеобщего избирательного права произойдет именно через катастрофу. Другим способом он не произойдет. Что придет ему на смену? Согласно Платону и Аристотелю, на смену демократии всегда происходила диктатура. К сожалению, потому что я больше люблю ограниченное избирательное право. А третью, самую важную вещь, которую вы сказали, как в современной-то ситуации пытаются подергать, кого-то лишить, кого-то не лишить. Так вот, я как раз хочу обратить ваше внимание еще раз, наверное, это самая важная вещь, которую я скажу, что в современных обществах, в том числе в Украине, в том числе в Европе, мы не имеем дела с чистыми демократиями, мы имеем дело с активистократиями. Что это значит? Это значит, что формально у вас решает всеобщее избирательное право, но в реальности у вас, с одной стороны, имеется бюрократия, реальная правящая бюрократия, глубокое государство, а с другой гигантское количество НКО, которые подпитываются государственными и парагосударственными деньгами с тем, чтобы изображать народное мнение. И вот сейчас мы находимся в такой точке этого процесса, когда активисты, которые ни за что не отвечают и которые обладают феноменальной инфантильностью, феноменальной эмоциональной возбудимостью и не несут ответов за последствия своих поступков, они были задуманы как инструмент бюрократии, но они превратились в ее хозяина. Они вот как та собака, как волк, который был на поводке и сейчас ест хозяина. И это, собственно, является главным признаком очень большой нестабильности системы. В значительной степени, вот если на очень
коротком примере Украины мы видим вот в протестах против отставки Федорова такую карикатурную маленькую деталь, когда вот вся эта гигантская активистократия, которая была создана для того, чтобы изображать мнение большинства украинского народа и подгонять людей в войну, вдруг кто-то на эту машинку нажал кнопку, и эта машинка заработала против Зеленского просто потому, что одним из распорядителей этой, собственно, машинки был Федоров. Мгм. Да, ну, в общем, друзья, всем большое спасибо, что вы побывали на нашем разговоре. Знаете, вот в финале хотелось бы, Да, у нас нет вопросов зрителей, как обычно. да, как обычно, я, в принципе, предугадываю вопросы зрителей по поводу там Арестовича, интервью, там, это как бы... а, я бы хотел, знаете, как закончить? Ну, чтобы как бы на вопросы зрителей, да, вот был какой-то ответ. А бывает такое, что пропаганда побеждает? Как бы вы ответили на этот вопрос? Пропаганда в современном мире побеждает всегда. Пропаганда заменила реальность. Но в том-то и дело, что пропаганда не просто побеждает реальность, она ее уничтожает. А уничтожение реальности никогда не проходит безнаказанно. И пропаганда сжирает тех, кто победил, и в результате, собственно, и рушится общественный строй. Вот сейчас в Европе абсолютно, например, побеждает пропаганда, которая объясняет, что мигрантам всем должны, что люди, которые считают себя жертвами, являются жертвами, им надо помогать. И эта пропаганда успешно обеспечивает молчание людей, которые зарабатывают деньги, платят большую часть этих денег в налогах и содержат тех, кто деньги не зарабатывает, и еще при этом те, кто деньги не зарабатывает, считают себя жертвами, а те, кто деньги зарабатывают, являются с точки зрения вот активистократии преступниками. Но понятно, что эта система имеет ограниченный срок пользования. Она рано или поздно обрушивается. Вот особенно во время войны, можно очень долго жить в виртуальной реальности, но война имеет тенденцию виртуальную реальность обрушивать. Юлия Латынина была моей собеседницей сегодня. Спасибо большое за время и мысли. Друзья, благодарю за то, что посмотрели этот эфир. Напишите в комментариях, что думаете, с чем согласны, с чем нет. Берегите себя и друг друга. Добра и света. Увидимся.